Здравствуйте, наши родные! Часто нам приходят письма от вас, где вы пишете о том, что смотрите наши видео, и наши видео помогают вам на протяжении нескольких лет идти по этому пути, по пути родных душ, идти и не сдаваться. И также часто встречаются комментарии, где вы пишете о том, что наши видео выходят как раз в тот самый критичный момент, когда у вас очень возникает много вопросов, и буквально в этом видео мы отвечаем на эти вопросы. Мы хотим от души поблагодарить всех, кто оказывает нам материальную поддержку за наши видео, за наш канал в YouTube, потому что именно это и есть наше основное служение вам на этом пути. Все люди, которые идут путем родных душ, которые идут путем своего сердца, они некоторым образом связаны друг с другом, они некоторым образом чувствуют друг друга. И те видео, которые мы делаем, тематические видео, они очень часто попадают в десятку. То есть человек озабочен именно этим вопросом, у него возникает именно та проблема, о которой мы рассказываем в нашем видео, и возникает такая незримая духовная поддержка. И многие люди благодарят в своих письмах, а также оказывают материальную поддержку нам за наши видео. И мы, в свою очередь, также благодарим наших зрителей. Благодарим вас. Да. Нам всегда очень приятна и важна обратная связь. И сегодняшнее видео, которое мы решили сделать, идею сегодняшнего видео нам подсказали участники ретрита. Ретрита рождественского, который прошел буквально недавно. Очень многие говорили такую важную, очень важную вещь. Они чувствуют себя среди родных. А на этом ретрите они чувствуют опять незримую вот эту духовную поддержку, когда можно общаться без слов, когда не нужно приспосабливаться друг к другу, не нужны вот эти формальные всякие слова «привет, как дела», «как добрался» и так далее. А люди сразу же раскрывают душу, причем это происходит спонтанно, и вот это вот энергетическое взаимодействие душ приводит к уникальному общению. Люди чувствуют, что попали в ту среду, которая является для них родной, она является для них очень благоприятной, и они чувствуют себя своим среди своих. Вот сегодняшнее видео мы так и решили назвать «Чужой среди чужих и свой среди своих». Мы будем говорить о том, что человек часто с детства чувствует себя чужим. Чужим и, к сожалению, и в своей семье, и в том окружении, которое рядом с ним находится. Когда это происходит особенно с детства, с раннего детства, у человека сразу же возникает вот это внутреннее такое глубинное состояние, что он не только чужой в этом мире, а он вообще дезориентирован, и он какой-то не такой. Он не такой, как все, он даже ненормальный, может быть, да? И вот это нарабатывает очень-очень большой комплекс неполноценности. И в то время как тот же самый человек потом встречает свою родную душу, или встречает вот таких людей, которые душевно, духовно его понимают, да, когда он попадает в эту среду, этого комплекса неполноценности как не бывало. Вдруг все проходит, он ощущает себя своим среди своих. То есть он становится самим собой. И для того, чтобы стать самим собой, очень часто человеку просто необходима вот эта вот родная, духовно родная для него среда. Или как минимум ему необходимо встретить свою родную душу. Встретить того человека, с кем у него спонтанно, моментально возникнет невероятное созвучие душ. Именно созвучие душ. Именно поэтому называется родная душа. Итак, сегодня будем говорить об этом. Начинается с того, что человек ощущает себя очень чужим. Он ощущает себя не в своей тарелке. Он чувствует, что все, что он не говорит, о чем бы он ни подумал, что бы он ни сделал, все не к месту, все не так, все остается без понимания, без ответа, без отзвука. Вот в такой среде человек часто живет с детства. Ему хотелось бы и очень хочется, допустим, если мы возьмем ребенка, да, ему очень хочется играть со сверстниками. Многие, может быть, даже наблюдали, у кого есть дети, кто гуляет на площадке с детьми, или тем более, кто работает с детьми и часто видит вот подобные ситуации. Такой ребенок очень часто хочет играть с другими детьми, он хочет им что-то рассказать, он приносит какие-то игрушки, какие-то книжки начинает другим показывать, а его вот
не то чтобы его не принимают, а его как-то не понимают. И вроде бы он разговаривает на одном и том же языке, и нормальный совершенно ребенок, но вот внутренне происходит такой диссонанс, его не принимают, потому что он среди них чужой. И вот как бы мы ни старались, вот взрослые люди, да, объяснить ему, что давай вот так вот скажи для того, чтобы с тобой играли, принеси вот эту вот игрушку для того, чтобы начать какое-то взаимодействие с детьми, с другими, все равно этому ребенку очень тяжело влиться вот в обычный детский коллектив. В то время как другие дети очень часто там балагурят, играют, у них сама собой срастается игра. Вот кто видел, да, вы прекрасно знаете такую ситуацию, он никак не может войти вот в эту среду игры. Такой ребенок уже с детства чувствует себя одиноким. Он куда-то садится в уголок, открывает какие-то книжки, или там часто очень конструктор какой-нибудь собирает. Такие дети очень часто, они умненькие дети, они сами с собой могут, в общем-то, достаточно хорошо играть, они могут сами себя развлекать. Но вот это вот взаимодействие со средой, взаимодействие со сверстниками все равно для них необходимо. И не всегда они его встречают и получают. Кто сталкивался с такой ситуацией, мне прекрасно можете понять. И обычный психолог может сказать, ну, надо провести определенные занятия с родителями, с этим ребенком, для того, чтобы он социализировался. Вот поверьте моему опыту работы, я больше 10 лет отдал работе с детьми, есть такие дети, которые, ну, никак они не будут социализироваться. То есть они никак не могут принять те правила игры, которые существуют вот рядом у других детей. Ну, такие дети, понимаете, называются, они часто их называют особенные дети. В то время, как через некоторые, там, не знаю, через 2-3 месяца, если все-таки среда его более-менее начинает не то чтобы принимать, а как бы понимать, ну вот он такой, да, и никто не осуждает, никто над ним не смеется, ну вот он такой, сидит в конструктор там играет или свою книжку читает, и никто его не трогает. И через 2-3 месяца этот ребенок, он все-таки каким-то образом находит контакт с другими детьми. Вот этот процесс социализации все-таки каким-то образом происходит, но все равно совсем не в той степени. То есть, о чем я хочу сказать? Есть такие люди, которые сразу же с рождения, они чужие для широкого общества, для широкого социума. Вот они такие, понимаете? И их не переделать. Со временем, когда они вырастают, у них включается программа социализации с 7 лет примерно, да, и они начинают более успешно как бы приспосабливаться. А к 15, к 18 годам они вообще совершенно забывают о своей вот такой вот необычной сути, с которой они родились, и довольно часто просто полностью принимают правила игры в социуме. И в результате такие люди чувствуют, что у них внутри есть что-то, что не может найти себе применение. Есть что-то, что не может найти себе место в этой жизни. Они чувствуют свою душу, чувствуют свою суть, но никак не могут ее выразить и реализовать в жизни. И вот это внутри у них сидит, и как червячок в яблоке точит, а внутри у них происходит неприятный процесс. И вот когда такие люди, они встречают свою родную душу, их душа раскрывается, и они чувствуют, а может быть даже умом осознают, они говорят, вот оно, вот то, что мне всегда, может быть даже с детства, они это вспоминают вдруг свое детство, кстати, часто вспоминают при встрече с родной душой, вспоминают свое детство и говорят, вот с детства я хотел именно этого. Я чувствовал, что вот что-то такое должно быть в этой жизни, но никак не мог это встретить. Ни в родителях, ни в близких родственниках, ни даже в каких-то друзьях во дворе. Не было этого. А вот теперь это и есть. Теперь я чувствую, что я нашел родного для себя человека. И вот тогда человек ощущает, что наконец-таки он перестал быть всем чужой. И жизни чужой, и окружающим чужой. Он начинает чувствовать, что теперь он может не притворяться, теперь он может не носить маски, не играть в чужие игры, не выполнять чужие программы жизни, а жить своей жизнью. Вот это внутри у него пробуждается при встрече с родной душой. Пока вот сейчас Андрей объяснял, рассказывал, у меня перед глазами проносились примеры из личной жизни своей.
И как раз с самого детства, потом юношество, потом уже взрослая жизнь, студенческая жизнь, уже более взрослый возраст. И до встречи с моим мужчиной, с Андреем, когда я действительно поняла, что все, вот теперь я пришла, вот теперь все вроде бы должно встать на свои места. И я прекрасно помню, что Андрей сейчас говорил про детей, когда ребенок, он не может социализироваться, его невозможно внедрить в эту среду, где дети, они вроде бы такие же дети, но они какие-то другие. И ты воспринимаешь их как будто вот они более агрессивные, более напористые, как какая-то комета вторгается в твое пространство, берет тебя за руку, хватает, говорит, бежим там, а ты на своих каких-то скоростях еще не понимаешь, что происходит, и тебе хочется там рассмотреть красивый цветочек, который оказался под ногами случайно, ну да, а тут же на него кто-нибудь наступает и бежит дальше, ну такой грубый пример. И вот полное было ощущение в детстве, когда ты учишься в школе, в садике я как-то так не очень помню, но вот особенно помню школу, начальные классы. Мне было очень интересно общаться с игрушками, и я носила в школу игрушки. Вот я шла по дороге в школу, я не знаю, вообще я спешила, не спешила, наверное, я в своей скорости какой-то шла и разговаривала с моим любимым котом, которого вела за руку. Вот, и так продолжалось довольно долго. Ну, потому что в классе у меня не было такого, чтобы вот мне по душам можно было с кем-то пообщаться, чтобы вот найти именно то звено, которые бы во мне поняли. И я долгое время носила эти игрушки, причем заразила других окружающих детей, они тоже стали носить игрушки, хотя считали себя взрослыми всегда. И вот такое ощущение с детства, что ты просто как за стеклом. Вот есть ты, а есть они. И ты за каким-то стеклом, за который ты никак не можешь туда шагнуть, к ним. Ты вроде бы хочешь и пытаешься, но ты делаешь шаги и наталкиваешься на это стекло. А, соответственно, оттуда тебя из-за этого стекла как-то то ли бы вроде бы замечают, что мелькает какой-то здесь человек, а в то же время как будто тебя нет. Может, конечно, это моя личная особенность, но я думаю, многие узнают себя в моем описании. Когда мы говорим, что вы чувствуете себя другим, это не значит, что вы чувствуете себя лучше всех, понимаете? Периодически я встречаю таких людей и встречала однажды такой пример, когда один человек, женщина, у нее действительно, видимо, есть этот потенциал, она чувствует себя какой-то не такой, но на этой почве там такая гордыня просто выросла, она себя считает уникальной, избранной, особенной. И это так некрасиво наблюдать со стороны, потому что это эго. А когда вы действительно чувствуете, что вот вы хотите быть с людьми, вам нравятся люди, вы их любите, вы хотите быть в этом мире, хотите быть понятым, что-то доброе принести в этот мир, но вас просто не понимают, либо понимают не так, как на самом деле вы пытаетесь это донести. И вот тогда вы начинаете страдать. Это страдание души, потому что она оказывается непонятой, она оказывается как бы отвергнутой. Очень важно найти своих в плане души, вот свои родные души, которые из одной духовной семьи, которые вас чувствуют, понимают, которые также мыслят, которые также смотрят на мир, да, и с которыми вам просто очень и очень хорошо. Но там нет вопроса о том, что мы избраны и мы лучше всех. Ни в коем случае. Наоборот, когда встречаете своих родных по духу людей, Да. ваше общение становится максимально простым. Да. И вы становитесь очень простым, естественным, даже как бы обычным человеком, совершенно обычным человеком. Вот. И проходит вот этот налет, который необходим в социуме. В социуме необходимо надевать маски.
В социуме необходимо оцифровываться, необходимо иметь в своем арсенале, в своем багаже определенные паттерны, как себя вести, что говорить, чего не говорить, когда помолчать и так далее. Да? Вот в социуме это просто необходимо для эффективного взаимодействия, для достижения определенных там успехов. Но когда вы встречаете своих родных по духу людей, вот это все исчезает, вы становитесь простым, естественным, очень легким и очень радостным человеком. И говорите то, что ваш ум вообще не контролирует, вот просто слова сами льются, и все происходит самым наилучшим образом. То есть на самом деле, правильно Шанти отметила, вот эта тема найти своих, это не значит, что вы какой-то особенный, вы избранный, вы не такой, как все, и поэтому вы где-то на пьедестале, да? Совсем нет. Разговор совсем о другом. Найти своих – это значит просто найти тех людей, которые понимают твою душу, и тех людей, с кем у вас есть созвучие души. Вот и все. Да. Больше ничего. Тут не убавить и не прибавить. Поэтому да, это необходимое уточнение. И с кем ваша душа будет развиваться. Именно для этого нам нужно найти своих. А потом уже идет развитие. Да, и это сразу возник такой пример, вот когда Андрей говорил, что это не значит, что вы там какой-то особенный. И действительно это так, когда ты встречаешь своих родных, ты вписываешься в этот круг, как капля в океан, и ты понимаешь, что все, вот, мы все похожи, мы все одинаковые, в то же время каждая душа уникальна, да, это вот как прекрасный пример, мне сейчас пришел «Мадагаскар» мультфильм, вы смотрели, там, где Мартин зебра, он находит целое стадо зебр, которые умеют то же самое, что и он, и для них это не удивительно, для них это естественно. И он как бы сначала конфужен и говорит, ну, значит, я не уникален, значит, я для тебя, Алекс, он говорит льву, значит, я для тебя такой же, как и они. Но потом наступает момент, когда, значит, Алекс видит своего Мартина, друга, и говорит, нет, Мартин, я заметил тебя, ты там 230 такой-то, вот в таком-то ряду. То есть действительно так, когда ты находишь своих родных душ, вы очень похожи, энергетически вы очень похожи, вы как одна большая семья, но в то же время каждая душа, несмотря на то, что вы умеете почти одно и то же, каждая душа, она уникальна, и у нее свое такое особенное маленькое предназначение. Вот это и значит найти своих. А чужие — это не значит, что они плохие. Нет, совершенно не так. Они такие же хорошие, интересные люди, но просто вы разные, и вы не можете развиваться в чужой среде. Это как рыбу запустить на сушу и сказать ей, ну давай плавай, все же одинаковые. Вот, Понимаете? кстати, про рыб. Сейчас эпоха рыб, она уже прошла, и начинается эпоха Водолея. И в эпоху рыб было такое монохромное восприятие: свой, чужой, враг, друг и так далее. То есть плюс-минус, черное и белое. А эпоха Водолея – это эпоха многогранности и разнообразия. Будут все больше и больше различных обществ будет, которые общества по интересам. Есть даже такое довольно серьезное исследование, которое называется «Глобальные деревни». Можете набрать это даже в поисковике, и там много выпадет информации. Что такое глобальная деревня? Это все люди на всей планете, они связаны сейчас наиболее тесным образом за счет интернета. То есть человек, будучи в России, запросто может общаться с человеком, который живет в США. Но люди общаются, вот тут вот самый интересный такой момент, внимательно, да? Они общаются по интересам и по созвучию души. Не на основе того, что у тебя национальность такая-то, а у меня такая-то, у тебя цвет кожи такой-то, а у меня другой-то. Не на основе вот тех критериев, которые были в эпоху рыб, такие формальные критерии на самом деле, а на основе критерий, которые более истинные, более живые, более настоящие, на основе созвучия душ, созвучия интересов. И неважно, в какой стране человек живет, даже не суть важно, на каком он языке общается, вы можете встретить в любой среде просто родную себе созвучную душу, и у вас будет прекрасное общение. Вот сейчас такая эпоха начинается, эпоха Водолея, и это будет все больше и больше усиливаться. Если сейчас люди еще как-то стесняются, тушуются, да, вот говорят, да чего это, меня подумают опять, вот я тут не как все, пройдет еще совсем немного времени, я думаю 5-10 лет, и этого уже вообще в помине не будет. Не будет такого отношения, что если ты, значит, не поддерживаешь наши интересы, то ты вообще ненормальный какой-то. Такого уже не будет. Просто будут люди по интересам,
общаться, будут собираться по интересам, и это будет совершенно естественно. Не будет таких косых взглядов, ты не ешь мясо, что-то с тобой не так, или ты там наоборот, что ты там любишь футбол, там ходишь, орешь, как дурак, с тобой что-то не так. Есть различные интересы, вот и все, вот больше ничего, никакой драмы, трагедии, одни такие, другие такие. Вот, кстати, посмотрите, очень интересно с этой точки зрения посмотреть отзывы и истории, которые люди оставили после рождественского ретрита. Обратите внимание, насколько все разные. Насколько все разные. То есть кто-то такой эмоциональный, кто-то такой пылкий, кто такой горячий, очень такой вот громкий, да, а другой очень тихий, тихо говорит, скромно говорит, и тем не менее все чувствуют вот это вот духовное родство. Люди разные, а созвучие душ есть. Вот это вот очень интересный феномен. Посмотрите, что же у нас получается. Человек может с самого раннего детства чувствовать себя все время чужим, все время в чужой среде. Он от этой среды так или иначе защищается, он более-менее успешно к ней пытается приспособиться, но все получается не так. Все получается криво, все получается через пень-колоду. И ему говорят, ты неудачник, ты чудной, ты ненормальный. Но вдруг этот человек встречает свою родную душу, или тем более встречает группу родных душ, тех людей, которые ему созвучны, да, и все. У него это, вот в этот момент у него все это проходит. В этот момент у него внутри полное принятие, он нормальный, он другой, ну и что? Вот если вы обратили внимание, многие на том видео, о котором мы говорили, да, вот потом ссылка будет, кто захочет, посмотрит, многие говорили, что чувствовали себя инопланетянином. Ну а как еще иначе сказать? Потому что как бы ты, куда бы ты ни шел, ты везде чужой. То есть, если ты все-таки взрослый человек и стараешься об этом думать, размышлять, ты начинаешь понимать, что раз оно все чужое, значит, ты откуда-то не отсюда вообще. Но я думаю, что здесь даже не столько логика, а сколько, знаете, вот когда Ну, ребенок... ощущение внутри. Да, ощущение внутри. Вот у меня это с детства было. Вот четкое ощущение, что у меня где-то есть моя родная планета. И я всегда хотела, чтобы меня туда забрали. И очень многие люди об этом же самом говорят. Только стесняются еще говорить, Да, кстати. это просто, когда душа приходит в этот мир, в физическое тело, она еще помнит, откуда она пришла. Поэтому у маленьких детей очень часто случаются воспоминания прошлых жизней. А некоторые дети рассказывают о маме о своей, еще будучи совсем маленькими, о том, что они помнят, как они пришли в мамин животик. То есть представляете, насколько, да, вот эта вот память еще живет. Поэтому мы помним это чувство родного дома, когда мы приходим сюда, в этот мир. Но потом с течением возраста, уже с течением лет это забывается, и человек начинает уже не понимать, что же с ним не так, он начинает страдать. А в детстве мы еще помним это чувство, поэтому мы думаем, что вот там где-то есть то самое пространство, где нас поймут, где нас примут. И у меня даже всегда было ощущение, что есть какая-то планета, где мне будет очень хорошо. Вот просто мне нужно ее найти, эту И планету. не только ощущение, люди именно смотрят на небо, Да. смотрят на звезды, Да. и в эти звезды кричат или молятся, заберите меня отсюда, там где-то мой дом. Да. То есть вот это ощущение инопланетности, оно, в общем-то, не беспочвенное, оно совершенно реально. И если человек занимается глубинными духовными практиками, ну вот в частности у нас такие практики проходят на ретритах особенно, вот сейчас на интенсиве тоже будет, это трансовое дыхание в первую очередь, медитации, другие РД-практики. Вот в этих глубинных практиках человек вдруг вспоминает, причем не просто вспоминает, а очень живо переживает свою вот эту родную планету. Вы знаете, очень, кстати, будет рассказать интересный случай. Мы были в Питере, это был 2014 или 2015 год. 14 год. Вы знаете, вот просто честно, прямо скажем, вот женщина, она, ну, интересуется духовными практиками, но живет она как бы обычной жизнью, да, в социуме, все нормально, все хорошо, у нее друзья, семья и так далее. И вдруг, ну как вдруг, вот эта вот медитация, такая глубинная РД-медитация, и она вспоминает свою родную планету. Она, в общем-то, опешила, что она видит другую планету, она видит инопланетян. Но самое интересное, что в это же самое время Шанти переживает ровно то же самое.
та же самая планета, та же самая ситуация. Медитация, она как бы молчаливая, то есть люди сидят молча. Никто ни с кем не общается, не говорит: о, я вот на этой планете. Нет, все сидят молча. И только после медитации люди, обмениваясь, выяснили, что вот эта вот женщина, ну, зовут ее Елена, будем так говорить, вот Елена и Шанти, они видели одно и то же. Одно и то же. Вы знаете, другая планета, да? И вдруг эта женщина, она говорит: вот я теперь понимаю, почему я таких мужчин искала, потому что я там таких очень похожих видела. Я понимаю, почему у меня в жизни вот такие события, потому что там вот это так-то прослеживается. Мы не будем всех подробностей. Да, да. То есть, вы знаете, вот это ощущение инопланетности, оно далеко не беспочвенно. Конечно. Оно имеет под собой очень реальную почву. Но это, с одной стороны, вы должны понимать, что да, действительно, может быть, не может быть, а вполне вероятно, раз вы смотрите это видео, да, и до сих пор вы его смотрите с самого начала, наверное, у вас что-то очень сильно отзывается. И очень может быть, что лично вы тоже часто чувствовали себя с другой планеты. Кстати, напишите об этом в комментариях, чувствовали или нет. Вот, будьте открытыми. Мы об этом тоже в конце скажем. Так вот, вот эти вот все ощущения, они могут быть реальны, а с другой стороны человек может очень многое нафантазировать. И вот это уже другая проблема. Когда у человека включаются иллюзии, когда у человека включается духовная гордыня, опять та же самая, он говорит: ого-го, я на той планете какой-нибудь там архиаватар, назвать себя грандмастером какого-нибудь ордена, с каких-нибудь плеяд и тому подобное. И на этой почве может развиться духовная гордыня, может развиться очень большая иллюзия, и со временем, не будем скрывать, со временем у человека может развиться реальное психическое заболевание на этой почве. Реальный, то есть он уже теряет грань между этой реальностью, нашей земной, той реальностью, которую он переживает, или какой-то еще другой реальностью, которую, может быть, выдумал. Да? Все это перемешивается, в такую кашу превращается, и человек реально начинает страдать психическим заболеванием. Не зря же в психиатрических клиниках лежат люди, которые Наполеоны, Клеопатры и так далее, да, то есть вот это соскочить очень можно быстро, но мы сейчас не об этом. И опять зададут вопрос: а как отличить реальность от иллюзии? Вот очень часто мы подробно об этом говорим на тренингах, на ретритах, и вы знаете, что интересно? Может быть, этот фрагмент мы опубликуем, может быть, нет, фрагмент с рождественского РД-ретрита. Я обратился к участникам с прямым вопросом. Я говорю: вот сейчас мы разбираем довольно тонкую тему – иллюзии и реальность на духовном пути. Да? Вы понимаете, о чем мы говорим? Все говорят: да, мы понимаем. Я говорю: но если это видео я вдруг выложу и опубликую в Ютубе, то очень многие зрители не поймут. Почему? Потому что участники живых тренингов, ретритов, их сознание поднимается, работа, практики, все настроено таким образом, чтобы сознание человека поднималось на мистический план, и для того, чтобы эти знания были ему легко доступны и понятны. Но потом, возвращаясь домой, эти же самые люди, у них может опуститься сознание, они начинают вспоминать и говорить: боже, что там было Что-то вообще? бред какой-то был. Какая-то ерунда. То есть, понимаете, вот этот процесс отделения реальности от иллюзии не такой простой. На него невозможно дать вот такой прямой ответ. Иллюзия вот это, а реальность это вот это. Да. Это не так просто. Это работа с сознанием. Да, вы знаете, вот хочется именно это сказать тоже. Не все люди могут работать с энергией, не все. Не всем это дано, у каждого из нас разное предназначение. Но когда ты чувствуешь потоки энергии, ты просто видишь человека, и ты понимаешь, вот он рассказывает, и ты чувствуешь, что он нафантазировал. А понимаешь, вот смотришь, в другой момент человек рассказывает, и ты чувствуешь, это действительно так, он переживает это. Поэтому это важно отличать. Но если вы вдруг сомневаетесь, то приходите к специалисту, который вам поможет. Что касается прошлых воплощений, тоже хочется пару слов сказать. Мы недавно выложили фрагмент с ретрита, как раз где мы рассматривали вопрос одной женщины, участницы, про прошлые воплощения, как их можно использовать, уже интегрировать в жизнь. Естественно, встретились очень негативные комментарии, где люди не понимают, зачем это нужно, начинают писать какие-то уже для смеха комментарии, кто кем был в прошлой жизни.
И казалось бы, это все кажется таким бредом вообще, что там они себе сидят, нафантазировали. Но сейчас очень популярна тема погружения в регрессии. Очень популярна, очень развита в России, набирает оборот эта тема. И приходят на регрессии абсолютно все. Кому-то просто интересно посмотреть, кем он там был. И такие люди часто говорят, ну вот видел я там на сеансе регрессии, вот я был там тем-то, тем-то. Ну и что? Что мне это дает? А есть другие люди, которые они идут, занимаются саморазвитием, духовным путем идут, и им необходимо знать, когда у них встает на пути какая-то проблема, в чем дело, почему вот в этой жизни одно и то же повторяется, вот повторяется эта ситуация. Вот только человек начинает как бы подходить к этой черте, готов ее перейти, но нет, опять ему перекрывает жизнь эти все ресурсы, и он опять возвращается в свое старое. В чем проблема? Почему? Откуда это тянется? И тогда, вот именно тогда человеку важно вспомнить, что же было тогда в прошлой жизни, возможно, вот именно перед этим воплощением. Чаще всего бывает так. Что же такое было, за что он несет этот ответ в этой жизни? Почему он не может прорваться дальше? И вот именно с точки зрения практической пользы очень полезно прошлые воплощения свои вспоминать. Но если вы их не вспоминаете, значит, пока это вам и не нужно, понимаете? Поэтому относиться к этому как к модной теме, я думаю, что не стоит. Просто так, ради интереса, тоже, в общем-то, можете это узнать, можете не узнать, но когда человек стоит насущный вопрос, почему вот происходит именно так? Проблем очень много может быть. У кого-то тянется боль. В этой жизни, вот была у меня девочка, у нее с рождения тянется боль, которая не проходила, вот ей уже сейчас 20 с небольшим, и вот эта боль, она тянется с самого раннего детства, в груди. Она постоянно активизируется, как только энергетическая практика ее наполняет энергией, эта боль ее перекрывает, она перекрывает ее тело, она не может дышать. В чем дело? И вот когда проводили с ней сеанс, да, там действительно распаковалось такое прошлое воплощение, и причина, в чем дело? Эта боль ушла. Ушла, потому что человек, он созрел, да, вот назревает момент, и нужно, чтобы эта вот граница ушла. Разорвалась, прорвалась плотина, и поток хлынул дальше. Теперь у этой девочки там другие уже вопросы на пути, но эта боль уже не возвращается. Вот для чего нужно вспоминать свое прошлое воплощение. Чужой среди чужих. Человек чувствует себя пришедшим с другой планеты. Человек обращается в небо и говорит: заберите меня отсюда, мне здесь невыносимо. Я никак не могу ни себя найти, ни своих найти родных по духу людей, ни свое место в жизни найти. И с каждым годом мне все только хуже, хуже, хуже. И если вот в эти критические моменты, когда, возможно, вы переживаете подобную ситуацию, если в эти критические моменты вы будете правильно смотреть на эту ситуацию, если вы будете понимать, осознавать, чувствовать, или хотя бы просто в голове у вас будет такая мысль, что я чужой среди чужих, но я для кого-то очень свой. Есть мои, свои, родные, есть они здесь, на Земле. Они не только там, где-то на другой планете, что тоже да, но они еще и здесь. Если вы будете так думать, если вы будете так размышлять, тем более, если вы будете так чувствовать, то вы обязательно найдете своих. Даже не сомневайтесь, 100%. В какой-то момент, чисто случайно, как говорят нам часто, выпадает вот ваше видео. Нам говорят: выпало мне ваше видео. Я включил и понял, вот оно мое. Я как прилип к экрану, так и стал смотреть ваше видео, потому что чувствую, что и энергия идет родная, и все, что вы говорите, как будто про меня, как будто все это про мою жизнь. То есть вот настолько такое очень большое созвучие. Вы обязательно встретите что-то свое родное. Обязательно. Только нужно, несмотря ни на что, идти до конца. И говорить самому себе, и думать у себя внутри, и чувствовать: я где-то свой среди своих. Обязательно мои родные где-то есть. И что же происходит, когда вы таким образом думаете? Думаете, что вы, да, действительно, для кого-то очень свой. Несмотря ни на что, несмотря на то, что у вас был многолетний отрицательный негативный опыт, что вы постоянно чужой, постоянно все не так, что вы сделаете все поперек, что вы чего бы хорошего не хотели, все это как бы никому не нужно и так далее. Даже несмотря на весь этот негативный опыт, если он у вас вдруг имеется, да,
все равно вы должны знать и помнить, есть ваши, есть родные, есть свои. И вы обязательно встретите свою родную душу. 100%. Даже не сомневайтесь. Современный мир, он очень тесный. Вот этот эффект глобальной деревни приводит к тому, что человеку очень легко, ну, относительно, очень легко найти своих. Поэтому в этом можете даже не сомневаться. И вот вы находите свою родную душу. Вот вы встречаете этого человека, и у вас раскрывается душа. Вдруг вы начинаете чувствовать себя самим собой. Даже если вы это не осознаете, вы просто чувствуете, что я – это я, что я такой, какой я есть. Вы хотите вдруг этому человеку рассказать всю свою жизнь, хотите быть перед ним открытым, хотите вообще и перед другими людьми быть открытым. Чувствуете, что вы любите не только его, но и других людей. Чувствуете, что вы любите, начинаете любить другую жизнь. Вот то есть у вас жизнь преображается в мгновение ока. И что же происходит потом? Потом вас может из этого родного потока выбивать. Вас могут из этого родного потока уводить различные недружественные, хитрые силы, лукавые силы. Каким образом вас могут из этого выводить? Самым разнообразным. Вы знаете, огромные, наверное, тысячи различных вариантов, как может это произойти. Вы встретили свой родной поток, вы почувствовали, что вот оно мое родное, и вдруг оно уходит, вдруг вы это теряете. Как это может произойти? Ну, давайте самые широко распространенные случаи возьмем. Вы встречаете этого человека, он женат, вы замужем там или наоборот, да? У вас семьи, и говорите, зачем эта встреча вообще? У нас ничего не может быть, надо это забыть. Никто не говорил вам, что это встреча для того, чтобы вы поженились. С чего вы взяли? Если вы чувствуете, что я вот его люблю, это самый родной человек, что это обязательно только для женитьбы. Да, действительно бывает для того, чтобы вы воссоединились и жили одной семьей. А бывает и не так. И тогда возникает драма, огромной трагедии, которая произрастает из ума. Я не просто так это говорю, у меня была подобная встреча. Я об этом упоминал довольно много раз. У меня была в 2003 году встреча с РД-учителем. И я впервые в жизни, в свои 30 с лишним лет, я впервые в жизни почувствовал, что я встретил родного мне человека. Ну и тут же должна была возникнуть мысль, мы должны быть вместе, мы должны соединиться. Но нет, поверьте, честное слово, у меня не возникло этой мысли. Более того, у меня появилась мысль, да, это что-то невероятное, это что-то фантастическое, что-то сверх-супер, не знаю, какими словами назвать, но это не для того, чтобы мы были вместе. Это я четко довольно знал, с самых первых минут. И я даже сам себе это проговаривал, это для чего-то большего, это не просто встреча мужчины и женщины. Я говорю вам это, те, кто будет смотреть это видео, я говорю это для того, чтобы у вас не было трагедии, чтобы ваш ум не обманывал вас, чтобы, может быть, кто-то со стороны не обманул вас и говорил бы вам, ну вот ты встретил эту свою родную душу, ну а что дальше? Ну а дальше ничего. Нет, ничего подобного. Вы встретили свою родную душу, кем бы он ни был. Может быть, это родственная душа, РД-учитель, это может быть ваша близнецовая половинка или даже кармический партнер. Это очень важная встреча, которая дает вам очень важный, колоссальный шанс почувствовать, что вы – это вы настоящий. Вот это вот пресловутый термин пробуждение души, да, он уже настолько затаскан, что люди потеряли смысл вообще этого выражения. Ну, пробуждение души, что дальше, что это дает? Душу на хлеб не намажешь, да? Ничего подобного. Пробуждается ваша душа, пробуждается ваша колоссальная сила. Пробуждается тот потенциал, самый мощный потенциал, который может потом, в последующем, может самым наилучшим образом развернуть вашу жизнь. То есть это дар. Встреча с родной душой, с кем бы это ни была встреча, это дар, который нужно принять. Мы об этом часто говорим. И когда вы принимаете этот дар, когда вы принимаете эту любовь и говорите, ну вот так вот, как оно есть, ну допустим, он женат, я замужем, или как-то еще какие-то варианты, но любовь остается со мной. Любовь – это мой родной поток.
Любовь – это поток энергии, который выводит меня вот в мой дом, в мой космический дом, приводит меня к Богу. Любовь – это тот поток, который делает меня настоящим, меня делает сильным, когда я чувствую себя полноценным человеком, не каким-то там чудным, чужим, непонятным другим, а я чувствую себя собой. Я – это я. Это колоссальный дар. Колоссальный дар. Конечно, не все это могут оценить, но есть достаточно много людей, которые могут, способны и хотят это оценить. И наша задача, в том числе часть нашей миссии, состоит в том, чтобы вы не сбились с этого пути, чтобы вы не сбились с пути любви, не сбились с пути своего сердца, чтобы вы на нем оставались, несмотря ни на что. И этот путь выведет вас к свету. Он выведет вас к самым наилучшим событиям в вашей жизни. Это могут быть такие события, другие, третьи или пятые. Никто не гарантирует, что вы будете, допустим, мультимиллионером, никто не гарантирует, что вы станете суперзвездой или каким-нибудь еще гением. Но вы станете собой. Вот в этом и стоит огромная ценность. Вот об этом мы говорим. То есть, когда вы встречаете все-таки своего человека, свою родную душу, да, это дар, и этот дар нужно принять. Это очень важный момент. Если вы не принимаете этот дар, это огромная ошибка. Огромная ошибка. Вот Андрей сейчас рассказал про свой пример, что он встретил РД-учителя, женщину, и почувствовал эту родственность невероятную, но точно и четко знал, что они не должны быть вместе. Но Андрей рассказал свой индивидуальный пример. И, конечно же, и я, и он, мы рассказываем свои индивидуальные примеры. У вас может быть по-другому, потому что мы все разные. У Андрея есть поток яснознания, у него очень четко работает поток знания, четкого знания. И, конечно, он поэтому и знал, что они не должны быть вместе. И он прошел этот путь, достиг трансформации и так далее. А вот у меня было наоборот. У меня встречи с родными душами были с 2001 года, когда вот я закончила школу, и только я из школы, это, слава богу, из тюрьмы-то и вышла, моей такой несчастной, и пошла в другую жизнь. Все, у меня началась студенческая жизнь, и я встретила сразу же первую мою родную душу. Ну, родственную, если быть точнее. Родную, родственную душу, да. Родственную душу. Вот такой резонанс душ у нас был. Вот просто, очень сильный резонанс. Это была женщина, подруга моя. Но мы очень разные были, мы быстро разошлись, очень быстро. Вот. Потом был парень, тоже родственная душа. И, конечно, мне не давал покоя вот этот навязанный социумом стереотип, что раз я встретила такого особенного человека, то мы должны быть вместе. Это всегда работает в социуме, всегда. Сейчас, правда, другое же время, с 2012 года пошли другие потоки энергии, сейчас все происходит гораздо быстрее. Тогда это был еще 2001 год, 2004 даже год был уже, вот когда мужчина был встречен. И ни он, ни я не понимали вообще, что это за такая встреча. Он говорит: ты что делаешь, меня к тебе магнитом тянет. Мы могли с ним говорить часами и не уставать. То есть такая была феноменальная связь, которую мы неправильно понимали. В итоге он женился, я была в горе, что как-то так такой человек из моей жизни ушел, и мы должны были быть вместе. Потом я благодарила высшие силы за то, что он женился, и слава богу, у нас ничего не случилось, не получилось. То есть, понимаете, если вы ошибаетесь сейчас, и вот вам действительно кажется, это вот он тот самый особенный человек. Вот не всегда это бывает так. У меня таких особенных было, наверное, 3. Три мужчины, которые думал, это мой мужчина, все, мы должны быть вместе, я наконец-то его встретила. И как раз предпоследняя была встреча, это вот до встречи с Андреем. Я тоже была уверена, что мы должны быть вместе. Никаких предпосылок против этого не было. Он был свободен, я тоже. Но жизнь нас все равно разводила. Но невозможно было быть вместе. Он в итоге женился, а я опять была расстроена, что как-то так. Не везет мне. Я так думала, мне не везет, любовь мне не нужна. Вот. Но потом я встретила Андрея и осознала все, что было до этого. Эти встречи были просто для того, чтобы я пошла за любовью, чтобы у меня случились процессы мои. Но поскольку я была такая упертая, то мне дали уже непосредственно Андрея, мою божественную половинку, чтобы уж точно я прошла все процессы, которые мне нужно было пройти. Так оно и случилось. Нагрузки колоссальные, тело страдало, психика страдала. Поэтому, если вам дается эта встреча, и если это родственная душа или РД-учитель,
цените это, идите в эту любовь, развивайтесь, потому что потом, когда вы встретите своего единственного, свою близнецовую половинку, а вы ее встретите, если вы пройдете эти пути, то вам будет гораздо легче. И вот недавно писала комментарий, нас спрашивала, по-моему, женщина, приведите пары БП, есть ли те, кто, кроме вас, кто воссоединились? Да, есть, но просто мы о них не говорим. Во-первых, у каждой пары свое предназначение. Есть такие пары, кто-то уже воссоединился, кто-то еще в процессе воссоединения, они приезжают на наши ретриты, они еще в процессе, но они есть, и это прекрасно. Поэтому нужно верить, что вот сейчас ваша родная душа, которая вам дана, родственная душа, она дана вам для развития. Нужно это принять, как вот Андрей уже сказал, принять это с благодарностью, потому что именно эта встреча и готовит вас, возможно, к чему-то большему, что вы встретите того самого человека, своего любимого или любимую, с которой вы уже сможете соединиться. А кто это будет, пожалуй, даже и не важно. То есть часто, но не всегда, я сразу говорюсь, часто встреча с родственной душой – это подготовка перед встречей с близнецовой половинкой. То есть ваше сознание должно быть готово. Ваше сознание должно быть в той или иной степени очищено, оно должно обязательно трансформироваться, то есть вы должны выйти на другой энергетический уровень, или, по крайней мере, вы должны обрести достаточно сильный опыт пребывания в потоке любви, в РД-потоке, прежде чем встретить свою близнецовую половинку. Такое действительно часто бывает. Человек встречает свою родственную душу, не одну, вот у нас одна есть женщина знакомая, по ее словам, она встречала человек 6. Ну, в общем-то, она не склонна врать, поэтому ей можно доверять в этом. Около 6 родственных душ она встречала, прежде чем встретилась с близнецовой половинкой. И последняя встреча перед близнецовой половинкой, у нее была встреча, она являлась РД-учителем для этого мужчины. Да. И она обращалась опять за консультацией, говорила: Андрей, что ж такое опять, ну, что я уже устала от этих встреч, что, может быть, он моя близнецовая половинка. Я говорю: нет, извини, не могу тебя обрадовать, ты просто РД-учитель для этого человека. Она говорит: о, Господи, когда это закончится? И буквально не прошло года, и у нее произошла встреча с близнецовой половинкой. Вот. И они сейчас вместе, они сейчас вместе, да, у них есть воссоединение. Но такое действительно часто бывает, но не всегда. И, кстати, вот что еще нужно сказать, что вас еще уводит из потока любви. Из потока любви вас может увести вот такая вот безумная какая-то мода на БП. На рождественском ретрите я прямо сказал, и хочу сейчас тоже повторить для тех, кто будет смотреть это видео. Вот эта вот настоящая истерия, которая сейчас присутствует вокруг вот этого БП, это от лукавого. Это не от светлых сил. Это лукавый вас уводит с этого потока любви. Что я имею в виду? Вот эта истерия, эта мода, у меня должен быть БП, это мой БП, БП не БП, да? Человек уже не думает о любви, он ее не чувствует, эту любовь. Он погружен в какие-то мифы, сказки, в какие-то свои фантазии. У него раздута духовная гордыня, он приходит такой человек на консультацию вот с таким вот драконом духовной гордыни, и долго с ним работаешь для того, чтобы просто он мог воспринимать вообще какую-то информацию. Вот эта мода, вот эта истерия создана специально, искусственным образом для того, чтобы человек позабыл о той любви, которая действительно идет вместе со встречей с близнецовой половинкой, да, и стал бы думать о каком-то фетише. Вот этот фетиш: у меня должен быть БП. Непременно должен быть БП. Если я встретил свою родственную душу, это третий сорт, этого не должно быть. Мне только нужен БП. Человек отвергает любовь в то время, как ему дают высшие силы
реальный, огромный шанс подготовиться, возможно, к встрече с его близнецовой половинкой, он отвергает эту подготовку. Он говорит, нет, это не мое БП. То есть у него уже вот какая-то искусственно внедренная программа, что непременно должно быть Да, вот это вот БП, да. да? И когда наконец-таки все-таки такой человек иногда встречает свою близнецовую половинку, но тут он уже в полном шоке. То есть вот он этого совершенно не ожидал. Люди часто говорят, да, я готов к испытаниям, но когда эти испытания начинают происходить, он говорит, ту-ту-ту-ту-ту-ту, это слишком. Я такого не хотел. То есть вот это вот опять вот раздутая истерия мода на БП приводит к тому, что у человека формируется какой-то совершенно искаженный, иллюзорный образ того, что он должен встретить. Он должен встретить какого-то идеального партнера, они должны пройти какие-то такие сказочные испытания, где он герой, она там может быть принцесса и так далее, но все будет просто прекрасно и все как по маслу. Ничего подобного. Жизнь – это все-таки не сказочный сюжет. Жизнь гораздо более разнообразна, и она гораздо более прозаична. Поэтому что необходимо сказать. Если вы действительно, ваше сердце, ваша душа стремится к встрече с вашей божественной половинкой, ориентируйтесь на душу и на любовь. Об этом думайте, над этим работайте, а не над этими терминами. Понимаете? Вот эта вот вся терминология, это мода, это истерия, она человека приводит в иллюзию, и она вырабатывает у него духовную гордыню. И это препятствует любви. Самое большое препятствие на пути любви – это духовная гордыня. И вот то, что сейчас Андрей как раз затронул тему, которую я обдумывала перед тем, как мы начали это видео записывать, мне тоже это в голову приходило, я размышляла. Вот эта мода на близнецовое пламя, которое непременно должен встретить каждый, вот эта мода, которую создали какие-то силы, им это выгодно, чтобы это была мода, она просто уводит нас вообще в принципе от ценности отношений мужчины и женщины, искренней любви между ними, от ценностей этой любви. А сейчас только и слышно со всех сторон близнецовое пламя, близнецовое пламя. Столько каналов, столько авторов, которые говорят об этом, вот, но ощущение полное, что человек не переживал это. И даже не в этом дело. Дело в том, что люди, которые все это слушают, они называют всех, кого не встретили, мое БП, мое БП. Но это ужасно. На самом деле это ужасно. Это вот, знаете, как вот дал вам Бог какой-то подарок, какое-то сокровище. Да, оно не платина, но оно дорогое вам. И вы его бросили и сказали, нет, мне это не нужно, мне нужен вот этот высший сорт. Оно уводит в сторону от того, что мы перестаем ценить отношения мужчины и женщины. Отношения настоящие, душевные, с любовью. Вы знаете, у нас было несколько примеров за время нашей деятельности, уже 8 лет почти, несколько примеров, когда люди встречали своих кармических партнеров. В каком-то случае гармоничных, в каком-то случае была там небольшая дисгармония, но это в принципе несущественно. И вот эти пары, они стоят перед глазами у меня, потому что когда они узнавали, кто они на самом деле друг другу, конечно же, они думали, что это их БП, потому что ты нашел своего человека, ты так думаешь, это мой БП, да. Но когда выяснялось на консультации, что их связь на самом деле кармическая, ну, знаете, это ужасно. Но на самом деле пути этих людей расходились. Просто расходились в стороны. Хотя вот ты смотришь на эту пару, и ты любуешься этой парой. И другие люди также любуются и говорят, они такие классные, они так похожи. Они вот прям вот единство от них ощущается такое. Оно специфическое единство у кармических партнеров. Оно на каузальном плане, на каузальном теле, но оно прекрасное. И вы знаете, так больно за эти пары. Они есть у нас перед глазами, мы даже общаемся с этими людьми периодически. Они разошлись из-за того, что они не близнецовое пламя. Когда люди могли жить вместе, нести свою задачу, предназначение, радовать других людей, приносить людям радость своей деятельностью, радоваться друг другу, любить друг друга. И вот это вот БП, вот это вот, как штамп, да, который был нужен им, и вот он все разрушил, что это не БП оказалось. Вот это ужасно. А потом другая была пара, приходили на консультацию. Девушка прекрасная, парень, как они великолепно смотрелись друг с другом. Как брат с сестрой. Как брат с сестрой. Когда они к нам зашли, вот в
квартиру, да, где мы проводили консультацию. Когда они зашли в эту комнату, мы просто вот так смотрели на них и говорили: вы такие, вы так похожи, от них шла такая приятная энергия. Но девушке было очень важно знать, что это именно ее близнецовое пламя. Ну, конечно же, оказалось, что это кармический партнер, и ее это не устроило. Все. Не знаю, что с ними случилось, они просто пропали, просто прервались все связи. Вы знаете, это больно. Больно знать, что любящие люди, которые могли бы жить вместе, прекрасно строить эту жизнь. Ведь у каждого из нас свое предназначение. Кто-то уже отыграл кармические связи, кто-то должен идти дальше, а кому-то еще это очень нужно. Кому-то нужно наладить свой кармический план, сделать его прекрасным, гармоничным. И человек отказывается от этого, он идет дальше, он ломает свою жизнь. И просто, ну, страшно представить, что мы делаем, когда мы узнаем, что это не то. Вот когда я встретила Андрея, мы не знали никаких терминов. БП, не БП, мы вообще вот гораздо позже же встретили этот термин, когда начали уже деятельность свою проявлять, рассказывать о своей любви, о своем взаимодействии. Но я просто знала, что это мой мужчина, мой любимый мужчина. Вот это он, с большой буквы. Тот самый, кого я всегда искала, кого я чувствовала с самого детства. И очень похожее описание можно встретить у кармических партнеров. Они также встречаются и чувствуют: вот, наконец-то они встретились. Так давайте же думать о том, что главное — это любовь, это единство наше. Ведь если вы кармические партнеры, особенно если вы гармоничны, у вас не так много дисгармоничной кармы, подумайте о том, что вы можете помогать таким же людям. Эти пары, которые ждут вас, ждут вашей помощи, вы можете им помочь. Зачем отказываться от этого прекрасного дара? Самое главное в взаимоотношениях мужчины и женщины – это та родственная любовь, то родное тепло, которое они чувствуют, когда они рядом друг с другом. Поэтому у нас и движение, и школа называется «Родные души», потому что люди чувствуют родство. А кто они конкретно? Уже по вот этой вот всей классификации: кармические партнеры, родственные души, или близнецовые пламена, или там РД-учитель. Это уже специфика, которая нужна в особенных случаях. Это часто мы повторяем. Это как рецепт у врача. Когда врач выписывает рецепт, он узнает диагноз, он таким образом может прописывать правильное лекарство. Вот то же самое. Это специфическая терминология, которая нужна специалистам в основном. А на широкую аудиторию людям этого практически не нужно. Потому что возникает вот эта духовная гордыня, иллюзия. Люди прерывают связи, потому что это не БП. Люди гонятся за мифическим БП, когда им этого вообще не нужно. К нам довольно часто обращались, на консультацию приходили, на тренинги, и так вот рассуждали: ну, наверное, мне нужно мое близнецовое пламя. Мы часто про себя, иногда и вслух говорим: если бы вы знали, какие тяжкие испытания вам нужно пройти для того, чтобы воссоединиться со своим близнецовым пламенем, вы бы просто так не рассуждали: наверное, мне нужно мое БП. Это не просто вот какой-то, я не знаю, как это назвать, модный, опять-таки, термин, и вы можете соседу или там подруге позвонить, сказать: ой, ты знаешь, у меня есть БП, как здорово, как прикольно. Это совсем не то, совсем не так. Встреча с близнецовой половинкой – это огромное испытание, многолетние испытания, которые даны для того, чтобы потом люди осуществляли какую-то очень важную миссию, очень важную деятельность. То есть это нужно далеко не всем. Нужно, я повторяю и подчеркиваю, нужно далеко не всем. А вот эта вот искусственная истерия, которая сейчас присутствует, она раздувает это все до огромных масштабов. Ну, для чего, повторюсь, это лукавый уводит людей с пути любви, чтобы они не искали любовь, а искали свою как бы БП, чтобы вот этот вот искусственный фетиш, понимаете, истинный, настоящий поток любви заменяется каким-то фетишем. Вот этого не должно произойти. Мы обращаемся к тем людям, которые ценят свое сердце, ценят свою душу, которые хотят чувствовать это родное тепло, которые хотят жить с родным по духу человеком. Обращаемся к этим людям и говорим: пожалуйста, отбросьте в сторону все эти новомодные терминологии, ищите родного по духу человека, ищите свою родную душу. И не суть важно, кто он окажется. Главное – это ваше единство и ваше счастье. Ваша душа будет радоваться, петь, она будет счастлива. Вот это и есть самое главное.
Нужно ответить на вопрос. Если вы чувствуете себя чужим среди чужих, как же найти своих? Как стать своим среди своих? Ответ покажется очень простым и даже может быть банальным, но не подумайте, что это просто слова. Это действительно то, что мы пережили, то, что я очень глубоко и сильно пережил, и то, что, думаю, многие из тех, кто будет смотреть это видео, тоже переживали. Что же нужно сделать для того, чтобы стать своим среди своих, для того, чтобы найти своих? Очень просто. Нужно быть честным. Нужно быть открытым. Нужно не бояться говорить то, что ты думаешь, быть таким, какой ты есть, делать то, что тебе хочется делать, и не делать то, что категорически не хочется делать. Быть самим собой. Но, вот тут есть большое но. Что значит быть самим собой? Что мы имеем в виду? Это значит иметь контакт со своей душой, со своим сердцем. Ведь многие могут сказать: да, я вот такой вот, я не идеальный, но я такой, какой я есть, поэтому я буду пить, курить, насильничать, обманывать и гадить и так далее, да, и вот я есть такой, какой я есть. Мы говорим не об этом. На самом деле человек настоящий тот, который и в его душе, вот он, его образ, или говорят иногда высшее я, да, оно находится в душе, в сердце. И когда человек раскрывает эту душу, когда раскрывает свое сердце, когда он начинает чувствовать себя настоящего, тогда от него начинает исходить вот эта вибрация, которая притягивает таких же, как и он. Если вы хотите найти свою родную душу, вам нужно открыть свою душу. Если вы хотите общаться запросто, напрямую, легко и так далее с каким-то человеком, вам, лично вам, нужно просто это начать делать. И вы встретите очень много непонимания, вы встретите много насмешек, будут крутить пальцем около виска, будут еще как-то не очень хорошо относиться к вам. Это будет, это проходит каждый. Но 100%, если вы будете открытым, если вы будете честным, если вы не будете таиться, если вы не будете считать себя таким инопланетянином, который должен забиться в уголок и никому не показываться, чтобы как бы чего бы ни случилось. Вот если вы не будете таким премудрым пескарем, а будете открытым и будете честным, 100% найдется тот человек, который вас поймет, который почувствует вашу душу, чья душа также откликнется на вашу душу. Сначала один, потом другой, потом несколько человек, потом группа людей. И вы почувствуете в какой-то момент и узнаете, что вы свой среди своих, что вы нашли и свою родную душу, и тех людей, которые вас понимают и искренне понимают. Искренне хотят с вами общаться, им интересно с вами. Те, которые не считают вас каким-то недотепой, а считают вас очень даже интересным, оригинальным, может быть, человеком и так далее. Все очень просто. Будьте открыты, будьте честны и идите этим путем. Не бойтесь. Даже придется, нужно быть честным, придется пройти через непонимание и какие-то неприятности. Но вы обязательно дойдете до своих. Найдете своих и успокоитесь. И тогда вы почувствуете то, что и есть. Вот это вот счастье, когда тебя понимают, когда тебя ценят, когда твоя жизнь тоже кому-то нужна, потому что ты родной по духу человек. Это огромное, колоссальное счастье. Вы обязательно его найдете.